Всем привет! Роли революции 1917 года для 20 и 21 веков неоспоримы. Они сыграли огромную роль для российской и мировой истории. В то же время тема взаимоотношений революционеров и интеллигенции еще не получила достаточного освещения в русскоязычной историографии, по большей части намеренно. Так что будем исправлять. Следует отметить, что творческие люди в революционное время не могли оставаться вне политики, не могли не реагировать на происходящие в стране события. Про судьбу Рахманинова, которого одолевали мрачные предчувствия, касавшиеся не столько его самого, сколько любимой родины, которая шаг за шагом все глубже погружалась в пучину несчастья, я уже рассказывала в отдельном видео. Вот что Сати написала в своей записке о Рахманинове. Цитирую. «Февральская революция 1917 года, встреченная общим ликованием в России, была радостным событием и для Рахманинова. Вскоре, однако, чувство радости сменилось тревогой, которая все нарастала в связи с развертывающимися событиями. Тяжелые предчувствия и мрачное настроение все лето не покидали его». Но позже Рахманинов о своем отношении к захвату власти большевиками писал следующее. Цитирую. «Я не принадлежал к тем, кто слеп к действительности и снисходителен к смутным утопическим иллюзиям. Как только я ближе столкнулся с теми людьми, которые взяли в свои руки судьбу нашего народа и всей нашей страны, я с ужасающей ясностью увидел, что это начало конца. Конца, который наполнит действительность ужасами. Анархия, царившая вокруг, безжалостное выкорчевывание всех основ искусства, бессмысленное уничтожение всех возможностей его восстановления не оставляли надежды на нормальную жизнь в России». Но видео не о Рахманинове, а о известном русском басе Федоре Ивановиче Шаляпине, который тоже отреагировал на революционные события 1917 года, отметив, как и Рахманинов, их негативные последствия. Как пишет певец, цитирую, «произошло то, что все медали обернулись в русской действительности своей обратной стороной. Свобода превратилась в тиранию, братство – в гражданскую войну, а равенство привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и любовь к будущему человечеству вылилась в ненависть и пытку для современников». Шаляпин в своей книге «Маска и душа» приводит собственные наблюдения за происходящим в стране в 1917 году и фиксирует то, что произошло возле его дома в Петербурге. Цитирую. «Из окна моего дома я увидел огромнейшие клубы дыма. Это горел подожженный толпой окружной суд. Началась революция. Народ, представители армии, флотские люди потянулись к Государственной Думе, где приобщались к революции. С царем разговаривал фронт. Столицы зашумели в необразимом нервном напряжении». Певец также пишет и о том, как революционная ситуация отразилась на театральной жизни. Цитирую. «Скоро политика, образцы которой мы видели на Невском проспекте, ворвалась в петербургские театры. Во время спектаклей в театрах начали появляться какие-то люди. Между ними бывал и Троцкий. И прерывали действия на сцене речами к публике. Театральная жизнь, как и жизнь в стране вообще, погрузилась в смуту». В связи с этим певец вспоминает петербургский обед с друзьями-политиками, который многое ему прояснил. Цитирую. «Обед был устроен депутатом Анжемовым, видным деятелем кадетской партии и другом Временного правительства, в честь наших общих друзей Маклакова и Стаховича. Оба они только что были назначены Временным правительством на важные дипломатические посты. Маклаков – послом в Париж, Стахович – послом в Мадрид. На следующий день они покидали родину, а дружеская встреча за прощальным обедом носила очень сердечный характер. Остроумный Аджемов, как хозяин дома, давал тон веселой беседе. Но сквозь веселье, смех и юмор прорывалась внутренняя печаль. Очень уж грустны были наши шутки. Говорили о том, как по частям
и скопом Временное правительство будет скоро посажено в тюрьмы Лениным и Троцким, приближение которых уже чувствовалось в воздухе. Запомнились Шаляпину и прощальные слова Маклакова, относившиеся к последствиям революции. Цитирую. «Не будет ни одного человека, совершенно ни одного, кто бы избегнул в будущем страданий». Шаляпин пишет и о фигуре Ленина. Цитирую. «О людях, ставших с ночи на утро властителями России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические фигуры складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей». Что такое Ленин, Шаляпин все же узнал, когда у него произошло неприятное событие. Конфисковали автомобиль. «Я рассудил, что мой автомобиль нужен народу, и весьма легко утешился». Так констатировал артист. Певец пишет и о театрах в революционное время. В 1917 году театры не закрывались, но постепенно менялся социальный состав публики, а театральные залы начали использоваться не по назначению. Вот что он пишет об изменениях в социальном составе публики. Цитирую. «Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал. Однако певец не связывает это со стремлением простого народа приобщиться к культуре. И вот его цитата. «Напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театр не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо военными ячейками». Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и завладевшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще всеми теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного и грубого партийца. Но таких невежественных и грубых партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей. Шаляпин писал и о том, как Москвин самовольно запретил его концерт, хотя выступления певца не были признаны противозаконными. Шаляпин решил выяснить причины отмены концерта. Губернатор беседовал издевательски. На вопрос о том, почему был запрещен концерт, он ответил, цитирую, «А потому, чтобы вы не воображали много о себе. Вы думаете, что вы Шаляпин? Так вам все позволено?» Певцу все же удалось дипломатично уладить возникшую проблему, но он справедливо заметил, что товарищи Москвины составляли самую суть режима и отравляли российским людям и без того печальное существование. Наряду с Рахманиновым и Шаляпиным из страны эмигрировали многие деятели науки и культуры, в том числе авиаконструктор Сикорский, композитор Стравинский, писатели Бунин, Куприн, художники Кандинский, Шагал. Таким образом, в десятые годы XX века творческая интеллигенция остро воспринимала революционную ситуацию и дала свою негативную оценку большевистскому режиму. При этом их нельзя обвинить в предвзятости суждений, субъективности, так как они были очевидцами событий и серьезно пострадали от действий Ленина, большевиков и их сторонников. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!